Друзья мои, любуюсь этой королевной, этой красавицей. Но это просто уникальное создание. Просто шедевральный, нежный биглип. Так, девочки, распаковываю, снимаю целлофан аккуратненько, чтобы не повредить ничего, не задеть листики. Ой, ой, она такая няшная, без целлофана вообще. Девчонки, ну посмотрите, она как будто вот такая, знаете, съедобная. Ну вот зефир и блестит. Ой-ой-ой, так, подождите, сейчас я сниму этот целлофан. Девочки, расскажите, она у кого есть, цветет как? Пышными бутонами, ой, букетами. Скромное цветение у вас домашнее. У кого-то есть домашнее ее цветение? Мне просто интересно. Так, ой. Опускаемся вниз. Девочки, мне нравится, что у нее очень аккуратная розеточка. Цвет листовой пластины такой светленький, видите? Аккуратные листочки, но этот продолговатый, этот более круглый. Так, что у нас в горшочке? Вот немножечко она уже постояла всю ночь на салфеточке, немножечко подсохла. Ну вот этот производитель в торф высаживает. Наверное, кока-чипсы. Что здесь? Кора есть, вот я вижу такие вот кусочки. В общем, что вам скажу? Аккуратно поливать надо. Когда просохнет, нижним поливом проливать, тогда все будет нормально. Так, что там, что там? Что-то там вижу, вот непонятно. Так, сейчас, девчонки. Какой-то пиптик есть. Непонятный. Мох уложен прям под шею, вот сюда. Ну ладно, пускай лежит. Видите, немножечко в плесени держатель. Но в принципе ситуация не критичная. Так, поднимаемся наверх и рассматриваем эту красотку поближе. Вкусная, вкусная. На колоночке сверху обратите внимание на эти капельки. Посмотрите. Так интересно. Девочки, вот еще есть бутончики. Один сегодня с утра лопнул. И вот еще немножко бутончиков присутствует. Очень она красивая, нарядная. Не знаю, я вам уже говорила, что я нашла с какого-то каталога какого-то садовника. Там девочки делали видео, я заскриншотила, что якобы это джингл, но оно никак не переводится. Джингл и все. Я даже не знаю. Вот этот, посмотрите, желтенький акцент на губе. Это удивительно. Губа широкая. Прям хочется потрогать. Ну, питали и сипали, они вот только кажутся такими, знаете, прям как будто пластмассовыми. Но на самом деле они очень нежные. Красотка. Интересная такая. Я ее когда увидела среди остальных, вот она меня просто поразила своей необычностью и такой нежностью. Мне прям захотелось ее съесть. Я ее схватила, девчонки. И вместе с ней я взяла акцентную яркую орхидею. Вы видели на видео. И я смотрю на них
2 купить сразу не могу, но очень хотелось. Но стал выбор. И я, конечно же, за счет того, что это биглип и он необычный, я выбрала биглип. Видите, недавно распустился цветочек, он еще маленький. И, скорее всего, что со временем он будет подрастать, цветок. Очень хорошая форма, интересная. Бутончики вот такие светлые, орхидея светлая. Листик тоже светлый. Ну, я рада, что корни присутствуют, что они не в таком каком-то залитом ужасном состоянии. Посмотрите. Мне кажется, даже есть намек на растущие корешки. Девочки, кстати, вот эта посадка, она хотя влагоемкая, но она быстро просыхает. Но вижу там корешок темного цвета. Но не без этого. Это слишком сильно ее пролили. Слишком сильно. Ну, я заметила, этот производитель всегда вот в такую вот сумеш высаживает, непонятно. Конечно же, я ее сейчас не буду трогать, тревожить. Она должна отцвести. Надеюсь, что вот этот вот кончик цветоноса останется у меня с бутончиками. Бутончики не скинет. Ну вот хочется посмотреть на нее в полном распуске. И очень хорошо, что только всего лишь 4 бутончика раскрылись, но вот 5-й открывается. А всего сколько, девчонки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, о, 12. 12 бутонов. Ну, не знаю, возможно, она любит подцвести пышно. Пишите, девочки. Надеюсь, что у кого-то из вас она все-таки есть. Кто любитель биглипов, отзовитесь. Здесь есть на губе розовые оттенки по краям. Видите, вот здесь и вот здесь. Слушайте, такая интересная прямо. Вот уже многие орхидеи, смотришь на них спокойно, как-то, знаете, ну, как бы, да, красиво. Но это настолько нежная, необычная, она меня просто заворожила. Заворожила. Я не сильно любитель прям такой нежнятины. Я больше люблю акцентные орхидеи, более темные, там такие, знаете, яркие. Ну, это вот такая какая-то вот, просто я не знаю, она настолько милая, я не смогла уйти без нее. Она была одна. Это, видимо, был микс. И цена, девчонки, на нее была. Подошла менеджер, так как не было ценника, подошла менеджер, и она сканировала штрих-код, и высветилось 400, по-моему, 459 гривен. Ну да, по-моему, да. Но это чуть больше, это где-то, ну не 12 долларов, это где-то 11 долларов. 10 долларов это около 400 гривен. Да, где-то вот в районе 11 долларов. 11 долларов, там, пару центов. В общем-то, да. Но я не думаю, что она долежала бы до уценки. На уценке, как правило, уже такие орхидеи, которые уже просто... Я там посмотрела уценку. Ну, там надо уже спасать. Спасать. И цена на уценке не сильно, девчонки, и низкая. Так что вот так вот. Радуюсь. Радуюсь. И вы знаете, ее вид, знаете, такой, ну, кажется, что она восковая какая-то такая, знаете, вот не то, что восковая, как украшение для торта, понимаете? А когда берешь ее в руки, понимаешь, что она нежная, и лепесток у нее очень тоненький. Вот так вот. Все, друзья мои, принимайте новиночку. Надеюсь, вам понравилось и вызвала у вас восторг. Это нежность. Будем доцветать, распускать бутончики и наращивать листики, корешки, адаптироваться, самое главное, к домашним условиям.
Ребята, сейчас глянула, и нету, у меня закончилось средство от насекомых, которым я обрызгиваю вновь прибывших. Но сейчас только зеленым мылом протру листики. Надо прикупить. Это у меня была такая вот удобная штучка. Миледи называется. Она от насекомых так на первое время пробрызгиваю. Но я думаю, что следующий полив, когда она хорошо просохнет, следующий полив я произведу с Актарой. Актару разведу и несколько раз пролью, пару поливов. Ну, для того, чтобы, сами понимаете, для чего. Чтобы жуков не разводить и не заразить коллекцию, потому что все может быть. Из пакета вылетали вчера, прям в магазине, но я думаю, что это были грибные комарики, так как здесь очень влажно. И вы знаете, трипса, мне кажется, мы с вами не увидим невооруженным глазом, он слишком мелкий. Но насчет мучнистого червеца все может быть. Но я так вроде заглядываю в пазухи сейчас. Ну, следов таких явных вредителя я на листьях не вижу. Хотя кто его знает. Ну, вот таких, знаете, явных бывает прям паутина. Нет, здесь на цветах тоже вроде как все нормально. И бутончики тоже чистенькие. Но это так чисто визуально. А на самом деле, кто знает, кто знает. Но все-таки это были грибные, или как они называются, вот эти комарики, которые заводятся, так заглядываю в середину, заводятся в мокром субстрате. Все, девочки, всех обнимаю. Спасибо, что были со мной и разделили со мной этот восторг от этой красоты. Все, при полном распуске обязательно вам ее покажу. Мы же должны с вами увидеть, как это все будет красиво, когда будет полный распуск и будет гроздь вот этих милых нежных цветочков. Обнимаю, всем пока-пока, до встречи на моем канале.